Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами я, Вивьена, потеряшка потерявшаяся. И у нас сегодня будет такой расклад. Какое эзотерическое воздействие на вас? Ну, нормальным слогом, кто на вас колдует? Или просто воздействует? Потому что сейчас мысли абсолютно материальны, и сразу все исполняется. Помыслили, сказали, исполнилось. Кто-то сказал грубое слово, кто-то сказал что-то, пожелал, и оно сразу исполнилось. Плохое исполняется. Вот видите, даже карта выскочила, маска. Очень быстро. Ну, теперь давайте сначала мы посмотрим, кто меня смотрит сейчас. Какая вы сейчас энергетически, что у вас происходит. Так, отодвинем, чтобы было удобно. Отодвинем. Я вам говорила, что это очень сильный оберег. Очень сильный оберег. Сударшана чакра. У меня еще остались маленькие обереги, которые можно вешать на цепочке, на груди. Солнечное сплетение. Очень сильное, очень сильное. Так, энергетически смотрим, какая вы на данный момент, или ну, кто смотрит, человек. Энергетически сейчас чего-то у вас все кипит, или у вас какие-то есть разногласия с людьми, которые вас окружают. Ну, что-то у вас, ну, возможно, болезни, но что-то вам нехорошо, прям вот все свербит, свербит. И знаете, энергетически это потому что, ну вот надоело вам, ах, надоело мне в болоте. Хочу солнца, радости, хочу полететь, взмахнуть крыльями. А потому что около вас есть кто-то, у кого-то со здоровьем не в порядке, и вы устала болеть, не могу, все, надо выздороветь. Хлопайте по своему, вот рукой какая у вас, правая, левая, хлопайте по больному органу и прям говорите: ты мой дорогой, хороший, любимый, не болеешь, у тебя ничего не болит, тотчас перестань болеть. Разговаривайте с ними, знаете, они нас слышат. Они такие же живые, как и мы. То есть мы это все органы, это мы. И все, как мы живем, мыслим, все на наше тело. Вот ожирение, я вот знаете, что я поправилась сильно, для меня это очень большое переживание. А знаете, почему ожирение происходит? Когда ты чего-то боишься, и ты загораживаешься. Ты делаешь себе защиту. Вот этот жир – это защита. У меня была защита. И сейчас, вот от чего я боялась. Я вроде бы это сбросила, но сейчас вот потерять эти килограммы очень сложно. Ну, решаю эту вещь, потому что это мне это мешает жить. А не надо ни на чем зацикливаться. Я все равно люблю свое тело, я очень люблю свои органы. Говорите это так. Я когда с вами разговариваю, я улыбаюсь, и улыбаетесь вы. Только радость, только свет. Мы пришли в эту жизнь для радости. Только когда мы все объединимся и пойдем к свету, к радости, вот этих катаклизмов, вот этих бойн, издевательств друг над другом и над народами, над государствами прекратится. И никто нам не навяжет то, чего мы не хотим. А у вас идет, у кого-то болезнь, а у кого-то, может, кто-то с мамой живет, кто-то и с кем-то живет. Но это женщина, может быть, и даже тут и гадюка, не обязательно женщина. Потому что это как-то в доме, и вот что вас окружает или ваше вот окружение, оно вам не дает, вот что-то вас клокочет, не дает вам крыльями размахнуться и полететь. Или крылья вам подрезали. А у вас плюс то, что вы энергетически, вы надеетесь. Но ведь все самое плохое, и самое-самое хорошее, и самое-самое плохое не может длиться очень-очень долго. Это китайская мудрость. А вы надеетесь на то, что все это отойдет. Единственное, что-то идет, что кто-то там молится, долбится о пол. Не надо так молиться и долбиться о пол фанатично. Верьте в себя, верьте в силу, поднимайте руки кверху, обращайтесь к единому Богу. Не к придуманным, а к единому Богу. Не о помощи, а просто разговаривайте. И Он вас услышит, ваши слезы услышит. И даст вам то, чего вам необходимо. Да, здесь, знаете, идет такое, канал-то у нас не очень про любовь, но здесь идет
Вот как будто вы потеряли любовь, веру какую-то. Это не обязательно, то есть личный такой, ну, мужчина-женщина, женщина-мужчина. Это может быть вообще просто вы потеряли веру в людей. Веру какую-то потеряли. Или потеряли веру в ту веру, в которую вы веровали. И вдруг сказали, да что такое? Я все ходила, молилась, ездила во все эти монастыри, а ничего. А моего там, например, сыночки, доченьки, а у них вот так, а у меня вот так. Почему? Вот вы потеряли веру в людей. Ну, это вот сейчас, сегодня же такая ситуация. Вы хотите все изменить, возможно, даже изменить. Кому-то надо просто поменять место рождения. Да, и есть плюс, это кольцо. Вы найдете выход, вы найдете союз, вы объединитесь с кем-то. Это может быть 1+1, это может быть и 2, и 3, и 10, и 1000. И это вот сейчас ваше состояние. Вы верите в это. А вера, вот вера в то, что плохое отойдет. Вы встанете и пойдете. Сначала с помощью палочки костыля, потом отбросите костыль и пойдете вперед с Вивьеной по дороге жизни к свету. Вот сейчас вы представили, как вы взяли меня за руку, и мы по прямой-прямой дороге идем вместе. Дорога ровная-ровная. Солнце светит, и мы идем вот к этому солнцу. Мы улыбаемся. Вот такое ваше состояние. И я немножко сделала медитацию, чтобы отошло. Знаете, что я... Кто у меня давно на канале, знают, что я и чищу, делаю медитации. И входим мы вместе с клиентом в регрессивный гипноз. Ну и, конечно, стандартные предсказания, как вы называете, расклады. Пожалуйста, все мои контакты в описании и в закрепленном комментарии. Сначала плюс, потом все цифры. Плюс, потом все цифры. Писать буквочками. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Не надо мне звонить, я не могу ответить. Так. Ну и теперь мы смотрим, какое эзотерическое воздействие. Кто там? Ну, у вас есть там какая-то хурушка-то, хурушка расхурушенная. Так, давайте посмотрим. Прям вот. Давайте посмотрим, какое вот просто вот колдовское воздействие, какое на вас может быть. И какое воздействие просто энергетическое. Мы же часто живем с людьми темными, черными. Вот это вот их негатив, он нас тоже окутывать начинает. Сначала какое эзотерически кто колдует, и какое вот такое негативное воздействие на вас. Эзотерически кто колдует? Поставлено, чтобы убрать вам дороги и остановить ваши часы времени. Это очень нехорошо. Чтобы вы все время боролись с какими-то трудностями. То есть это перекрытие дорог. И здесь точно идет, и тут идет... Сейчас, кто делал? Ну, женщина, я вам как сказала, женщина. Женщина, которая хитропопная, чтобы тоску на вас нагонять. Она хитропопная, она не показывает свое истинное лицо. А если и показывает, то не все остальное. Она хитропопная. Видите, попой повернула, что попой делается. Вот хитропопная, да. Из себя корежит такую королеву. Морелеву. На самом деле Морелеву. Это от женщины. И давайте смотреть, а какое просто вот, ну, человеческое, психическое. А психическое состояние на вас кто действует? Это могут быть банки, на работе недоплаты какие-то, проблемы с работой, то есть потери денежного характера. И они идут у вас, мы смотрим, какие воздействия, то есть не обязательно, то есть какой человек, это воздействие, почему оно на вас есть. Оно идет еще с детства. Это неправильное управление, понимание, что такое деньги. Так, давайте это пока отложим. Нет, надо посмотреть, откуда это идет. Вот понимаете, многие говорят фразу «не в монетах счастье, в монетах счастье». И запомните это. В материальных таких благах, оно вот в нашем материальном мире, это счастье. Потому что если у вас нету определенной суммы денег в вашем кошельке, вы не сможете даже купить лекарства, когда вы заболели. А это очень страшно. Да, человеческое, свет, добро, радость – это самое важное. Но без материальных средств вы не сможете в этом мире быть. Ну, если только в психиатрической больнице, то кто-то должен платить за эту больничку, вашей квартиркой, например. Откуда идет вот это вот?
из-за денег потери. Тут идет вот, что вы потери, потому что это идет эзотерически. У кого-то это идет как наказание за что-то, у кого-то за безалаберность, у кого-то за оскорбление денежного эгрегора, у кого-то за то, что набирал долги, кредиты, ну и теперь хлопает. Откуда это идет? Да, как я вам сказала, видите, я сказала, мне не нужны карты, Вивьене не нужны карты, я так, неправильное отношение к деньгам. То есть вы говорите, я хочу быть богатой, все. Хотелки, расхотелка. Не... Смотрите мое видео на другом канале «Как загадывать желание». Если вы говорите, я хочу, я желаю, ну, дольше желаете. Так лет через 500, может, 700, а может, там через 1200-500. Неправильное отношение к деньгам. То есть вы или завидуете богатым, или... Вот оно не обязательно зависть такой злостью. Просто, ну почему у нее вот так, а у меня вот это... Я вот делаю в 1000 раз больше на работе, а мне премию не дали. То есть вот это вот неправильное отношение. Ну, всегда катаются-то на ком. А тут кто исполнительный, а кто дурак и ничего не делает, лентяй, его в стороне оставляют, но зато его всегда боготворяют. Ну, вы знаете. Откуда идет? Знаете, такое идет, что несчастье было вот в семье или в детстве, или там вот по роду у вас, может быть, кто-то воспитывался не в семье, а в интернатах, в детских учреждениях таких. Вот знаете, как будто какое-то несчастье произошло очень-очень-очень в детстве вот такое вот из-за денег. И оно вот все пошло, да, четко здесь идет из-за денег. И потом еще раз как-то повторилось или что-то крутанулось. Именно если вы выходили замуж или кто-то выходил замуж. А что это? Да, здесь чего-то такое, здесь идет, что вот ситуация по деньгам, по материальным благам, это здесь идет, что... Ну, это что идет справедливость, как судья. То есть нужно это пережить. И самое главное, попросить прощения. Ну, если кто смотрит «Прощенное воскресенье», попросите у всех прощения. Но самое главное в этот день не просто попросить прощения, или кто-то вас просит сказать «Бог простит», а простить внутренне самому всех окружающих людей ваших. Простить. Простить это не значит, что... Это значит отпустить. То есть не желать больше зла, отодвинуть. Ну, давайте смотреть. Кто остановил вам ваши часы жизни, останавливает пути дороги? Я сказала, что женщина. Женщина это останавливала из-за того, что тоже в ней клокочет какая-то зависть или первенство. Вижу больше женщину, может быть, конечно, из-за мужчины, но я вижу больше женщину, что это связано с работой, окружающий мир, карьера. Кто-то... Да, это больше крадник идет, да, здесь нужно чиститься, обращайтесь, пожалуйста. Ну, там, конечно, индивидуально у каждого свое, это все-таки общий расклад. Да, чтобы вы, понимаете, начинали куда-то двигаться, вас раз обратно, и опять в точку, вам опять 1 годик, и опять, и вот так вот. Что? Да, чтобы вы жили в иллюзиях. Вот перекрытие вашего циферблата жизненного, ваших дорог, это крадник такой, у вас берут, а вы все в иллюзиях. Только вы энергию накопите и что-то, бац, у вас это забрали. Да, забрали вот это вот радость летать как птица, летать как орел. Вот знаете, какая карта? Орел. Вы орлица, если смотрят женщины, орлица. У вас вот это забрали. Вы только распахнули крылья. И как в этом орел летел высоко-высоко. Ага. Долетел до солнца, обжегся и опять упал. И опять надо. Так, какое? Вот это вот эзотерическое воздействие есть на вас. И это наводит, знаете, вместо того, чтобы радоваться жизни, вы все время карабкаетесь почему-то. И по лестнице, которая... Вы как карабкаетесь по лестнице, она все время вниз. Как вот эскалатор, который... идет вниз, а мы пытаемся по нему бежать вверх. Столько усилий, и у вас из-за этого хандра какая-то, депрессия, и слезы. И кто-то сейчас ищет работу. Найдете, нужно обязательно снять негатив. Снимайте на общих чистках. Они не дочистят до конца, но они хотя бы дадут направление, а потом уже нужно к мастеру. Хотите ко мне, хотите к кому угодно. Просто надо обязательно восстановить энергетический кокон. Что тут такое? Еще тут идет такое, что какие-то военные или муниципальные люди, вот знаете,
они еще вас, вот знаете, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Люди, которые в формах, люди, которые имеют власть. Для что они хотят-то? Они хотят, чтобы вы не вякали, чтобы вы не думали, чтобы вы не вякали, чтобы вы так издалека, чтобы смотрели, чтобы если вы кричали о помощи, то, знаете, помощь находится в Хабаровске, а вы так это где-то в Краснодаре. Вот вы в Краснодаре кричите, кричите, и чего, кто услышит-то? О, точно, даже закашляла, точно, о, силы темные. Так, какое воздействие? Да, воздействие, чтобы вы не могли сесть в свою повозку, сесть в свою тройку лошадей, ну, тут, правда, одна лошадь, в карету и поехать вперед, вперед. Почему? Я говорю, да, у кого-то, может быть, да, набрали долгов или каких-то договоров непонятных, у кого-то здесь именно с государственными какими-то органами, военными, государственными, с которыми вы подписали контракт. А у кого-то из-за перекрытия дорог вы подписали контракты с темными сущностями. Даже наш паспорт – это контракт с темными. Просто вы не очень хорошо понимаете, в каком мире мы живем. И эти вот контракты нужно закрывать. Конечно, это лучше закрывается регрессивным гипнозом. Это не гипноз как таковой, вас никто не заставит чего-то делать, не то, что не хотите. Это промежуточное состояние между явью и тем, что там выше. И можно узнать будущее и настоящее. Да, здесь вот у многих будет действительно, у многих будет, кто смотрит, эзотерическое воздействие. И тут действительно помочь вам может человек, который обладает этой силой, который может и предсказать, и который может и излечить, целитель, излечить душу. Да, вам, понимаете, вот у вас мысли приходят, вот она, курушка-то, курушка, вышла она все-таки, вышла, враг. Понимаете, вам такое, вот у вас приходят какие-то идеи, мысли, шансы, и раз, и как будто растворилась, вы, ой, о чем я сейчас подумала? Ну как же, я вот подумала, вот это вот, и не можете вспомнить. Надо все записывать. Да, она перекрывает вам пути дороги. Она перекрывает, чтобы вы все время возвращались назад. И это очень сильное эзотерическое воздействие. Вот кто на вас наколдует, колдует на вас какая-то тетенька, мотенька. Знаете, от нее очень плохо пахнет. Она воняет. Посмотрите в своем окружении. Воняет. Может, она там и дезодорантами брызгается. Даже через дезодоранты она воняет. И воняет у нее вот этой тетеньки. Кроме того, что там пот и тело или кожа, у нее воняет между ног. У нее что-то там вот, ну, есть такие вот вещи, они медицинского характера, там внутри грибок или еще что-то, бактерии. И вот у нее оттуда идет вонь. Из ее вот этой вот штуки, из ее пустой дырки идет ужасная вонь. Она чувствуется, люди даже как-то отстраняются от нее, чувствуется этот запах. Что нужно делать? Нужно от нее отстраниться, нужно на нее попфикать, как я говорю, пфиках, пфи, и нужно ее отгородить. Все, ее нужно отгородить, все. Поставить ей мысленно крестик и сказать, давай, а не вспоминать. Да, вот видите, прям вот выходят у вас эти гадюки и ее помощницы. Какие-то сплетни ходят, сплетни, и они перегораживают вам пути дороги. Какой выход вам говорят? Выход – объединяться с кем-то или в какое-то содружество вступить, чтобы это все очистить, и потом выпить шампанского, соку, что хотите, за то, что вы выиграли. А не смотреть, видите, как, что вот все расшиблось в пух и прах. Нет, разлилось, нет. И давайте посмотрим. Тут уже. Так. Просто хочу посмотреть, а что на восточном. Я уже вам сказала, что надо сделать. Здесь есть такое. Вы, может быть, не замечаете, но это есть. Потом поймете и скажете, о, Вивьена была права. У меня много случаев из жизни и с моими клиентами. Ой, ну что вы такой плетете? Потом приходят через годик, там, через 2. Вы 100% были правы. Как это могло быть? А вот так. Так. Что вы получите, когда вы отодвинете? Не просто отодвинете. Здесь нужно действительно сделать так, что загородить этого человека и открыть вам пути дороги. Если у вас откроются пути дороги, что вы получите?
вы получите чистоту, честность, радость. Вы получите, да, тут идут единомышленников. Я вам говорю, что нужны единомышленники. И вы уже четко будете знать свою цель, сосредоточитесь и будете идти вперед. Что это вам даст? А даст вам внутреннюю правду и справедливость. Вот такой был расклад. Пишите в комментариях за чистоту, за правду, за справедливость. Да будет так. И я вас жду в Телеграм, в контакты, все в описании. Пока-пока.